Уроженец штата Коннектикут Джеймс Брюстер основал собственную компанию по производству карет в Нью-Хейвене в 1810 году. В то время самым массовым прогулочным экипажем был двухколесный фаэтон, и только в 1812 появились легкие четырехколесные экипажи. Брюстер оказался одним из первых, кто с энтузиазмом принял осваивать новую конструкцию, и к середине десятилетия выпустил сотни так называемых брюстерских повозок для зажиточного торгового класса города Нью-Хейвен. Его продукция славилась качеством изготовления, отделкой, рядом шикарных декоративных элементов и скоро стала широко известна в больших городах восточного побережья. В какой-то момент фабрика в Нью-Хейвене стала с трудом справляться с увеличивающимся спросом, поэтому в 1827 году Брюстер сначала основал нью-йоркский филиал, а затем решил увеличить производственные мощности предприятий в родном городе, в мае 1832 построив новую фабрику стоимостью $20 тысяч. С самого основания бизнес активно расширялся и только укреплял свои позиции. Однако в 1937-м основатель решил продать свою долю партнерам Джону Лоуренсу и Соломону Коллису, а сам организовал компанию по строительству железной дороги, соединившей Нью-Хейвен, Хартфорд и Нью-Йорк. Кстати, за все эти годы партнерство с различными компаньонами привело к тому, что одновременно существовало 5 или 6 фирм, в названии которых присутствовало имя Брюстер, и все они были так или иначе связаны с Джеймсом Брюстером. Младший сын Джеймса, Генри, тоже присоединился к семейному бизнесу и сосредоточился на торговле каретами. Но и здесь все было по-особенному. Это не было продажей в привычном смысле этого слова, когда продавец продал, а клиент купил товар и в сделке поставлена точка. Немалую часть занимали мероприятия по привлечению, качественному обслуживанию клиентов и укреплению репутации в сфере со столь высокой конкуренцией. Со временем фирма приступила и к производству карет, стараясь сделать акцент на то, что вся продукция представляла собой продолжение дела его отца, который скончался в 1877. Такой маркетинговый прием приходилось использовать неспроста. У старшего брата Генри, Джеймса Бенджамина Брюстера, была своя собственная каретная фабрика. Успех Генри не давал ему покоя. В рекламных брошюрах его компании использовались слоганы, в которых безапелляционно утверждалось, что настоящую продукцию Брюстер предлагает только он. В какой-то момент по инициативе старшего брата дело даже дошло до суда, где он попытался получить судебный запрет на использование имени Брюстер. Однако иск в итоге им же и был отозван. Как говорится, время расставляет все по своим местам. И доказательством того стала Парижская международная выставка 1878 года, где лучшие европейские производители карет собрались, чтобы представить работы на суд жюри со всего мира. Компания Генри, Брюстер & Компани представила 13 различных видов карет. К удивлению всех, именно она получила золотую медаль за лучшую экспозицию. Президент Франции Патрис де Макмаон лично посвятил Генри в кавалеры ордена Почетного легиона. Отныне фирма Брюстер по праву могла заявлять, что она является лучшим производителем карет в мире. Сын Генри и внук Джеймса Брюстера Уильям тоже пошел по стопам предков и в 1883 в возрасте 17 лет устроился в фирму отца, став разнорабочим на фабрике. Решив изучать бизнес с самых азов, спустя 2 года он отправился в Европу, где провел 9 месяцев, обучаясь в парижской школе Альберта Дюпона. В 1887 году Уильям возглавил семейное предприятие после смерти своего отца. Осознавая влияние автомобиля на общество, он посвящает себя в изучении этого вопроса. Первый автомобильный кузов предприятие построило в 1905 году, а 6 лет спустя Уильям решил окончательно выйти из каретного бизнеса. Кстати, его дядя Джеймс Бенджамин Брюстер прожил достаточно долго, чтобы увидеть первые автомобили на улицах Манхэттена, скончавшись 9 марта 1902 года в возрасте 85 лет. У него осталось 4 дочерей,
но ни один из их мужей не проявлял интереса к бизнесу тестя. Ставшие у руля партнеры фирмы, носящие его имя, не обращали внимания на возникшую угрозу со стороны автомобильной промышленности. И в мае 1908 года были вынуждены подать заявление о банкротстве после того, как адвокаты нескольких кредиторов подали документы с просьбой назначить управляющего. Возможно, Брюстер строил кузова для автомобилей и ранее, но согласно сохранившимся документам, самым первым оказался кузов, построенный в 1905 году для Джеймса Мура на шасси Дюлюне-Белевиль. Вторым творением стал вариант на шасси Панар или Вассор по заказу художника Луиса Комфорта Тиффани. Считается, что большинство ранних шасси, оснащенных кузовами Брюстер, были французского происхождения. В 1905-м фирма стала нью-йоркским дистрибьютором компании Дюлюне-Белевиль, а через 3 года Панар и Рено. Поскольку внутреннее убранство автомобиля было очень важно для каждого клиента, Брюстер предусмотрел в каждом бланке заказа возможность указать размеры и вес не только каждого пассажира, но даже водителя. Сиденья предлагались в практически бесконечном сочетании стилей, цветов и материалов. По своему усмотрению можно было выбрать даже плотность и размер внутренних пружин подушки. С 1914 года Брюстер стал американским дистрибьютором Rolls-Royce. В общей сложности 46 шасси Rolls-Royce отправились в Северную Америку, но после потопления пассажирского лайнера «Лузитания» поставки прекратились. Вот тогда фирма решается на строительство собственных автомобилей. Для начала в 1915 году получили лицензию на производство собственных двигателей, используя конструкцию Найта с гильзовой системой газораспределения, известную своей почти бесшумной работой на низких оборотах. «277-кубовый двигатель развивал мощность по одним данным 40, по другим 58 лошадиных сил и передавал крутящий момент на задние колеса через трехступенчатую коробку передач. Внешний вид автомобилей Brewster Knight отличался необычными овальными радиаторами и элегантным утонченным дизайном. Многие детали шасси разработаны под влиянием модели Rolls-Royce Silver Ghost. После окончания Первой мировой войны Brewster Knight стали любимым автомобилем промышленников и финансистов, несмотря на стоимость в $8–8,5 тысяч. В то время за эту сумму можно было купить лимузин Packard Twin Six или 5 родстеров Ford модель T. За период с 1915 по 1925 годы было построено около 500 единиц. Но до наших дней, к сожалению, сохранилось совсем немного. Сегодня их насчитывается едва ли более 25 штук. Некоторые из лучших дизайнеров начала 20 века оттачивали свое мастерство в Брюстер. Среди них Рэй Дитрих, Том Хиббард, Генри Крисселиус, Джордж Снайдер. Напомним, что первый Rolls-Royce с кузовом Брюстер был закончен в 1908 году, и сотрудничество двух компаний продлилось более 2 десятилетий, в течение которых созданы одни из самых красивых и желанных автомобилей своей эпохи. После Первой мировой войны поставки шасси Rolls-Royce возобновились и продолжались даже после того, как в 1919-м Rolls-Royce начали производить на заводе в Спрингфилде, штат Массачусетс. Однако по мере того, как американское подразделение компании Rolls-Royce набирало силу, Брюстер постепенно утрачивал статус основного импортера. Тогда Уильям Брюстер договаривается об импорте шасси Ланчестер из Англии и становится дилером марок Мормон и Packard. Интересный факт, что одно из первых шасси Ланчестер, оснащенное великолепным кузовом лимузин, приобрел сам Генри Форд. К сожалению, в этот период времени компания Брюстер оказалась в тяжелом финансовом положении.
Авиационное подразделение, открытое несколькими годами ранее, теряло деньги, продажи автомобилей упали практически до нуля, а большой выставочный зал на 5-й авеню, а также завод в Лонг-Айленд-Сити требовали оплат по счетам. С 1923 по 1925 годы проценты по облигациям и векселям, которые держали инвесторы Брюстер, в 3 раза превышали сумму чистой прибыли фирмы. В то же самое время американский завод Rolls-Royce начал испытывать затруднения. Кузовов для шасси просто-напросто не хватало. Компания из Спрингфилда начала искать фирму, способную стабильно обеспечить их кузовами на ближайшие годы. Поэтому в 1925-м руководители Rolls-Royce и Брюстер вступили в переговоры, результатом которых стала покупка Брюстер в январе 1926-го. Уильям Брюстер получил место в совете директоров Rolls-Royce и назначен вице-президентом производителя в Спрингфилде. В 1927 он вышел на пенсию, но оставался на посту еще до 30-го года. Шоурум Брюстер на 5-й авеню закрыли, поскольку Rolls-Royce уже располагал салоном на углу 8-й авеню и 58-й улицы, которым управлял Джон Инскип, бывший продавец Локомобайл. Отныне клиентам предлагали 28 стандартизированных стилей кузова, при этом цены на них оказались значительно дешевле, чем если их строить на заказ. К тому же сокращалось время производства, а некоторые из этих моделей можно было даже не ждать ни дня, а купить их непосредственно в выставочном зале. В 1929-м Джон Инскип назначается вице-президентом Rolls-Royce, отвечающим за продажи. Он, в свою очередь, нанимает талантливого дизайнера Карла Бека. В течение следующих нескольких лет этот тандем стал главной движущей силой в создании удивительных образов. На Нью-Йоркском салоне 1931 года Брюстер представил поразительный кузов Суперспорт, который стал известен в прессе как Windblown Coupe. Этот автомобиль стал самым обсуждаемым творением Брюстера, и удивительно, что построили всего лишь один экземпляр. А еще в этот период Брюстер разработал серию кузовов для шасси Packard 745 модели 1930 года. Первоначально построили только 5 единиц для дистрибьютора в Нью-Йорке, но они оказались настолько популярными, что в конечном итоге их добавили в каталог кузовов Packard Custom. Считается, что всего было построено более 300 экземпляров, а Инскип даже получил дилерство Packard, чтобы продавать эти автомобили в своем шоуруме на 8-й авеню. Когда в 1929 в Европе представили Phantom 2, предполагалось, что завод в Спрингфилде будет переоборудован для его производства в Соединенных Штатах. Однако Великая депрессия изменила экономическую ситуацию, и к 1930 году стало очевидно, что переоборудование завода больше не представляется возможным. Кстати, тогда же на американский рынок поступили 73 новых леворульных Phantom 2, построенных в Дерби, и большинство из них были оснащены кузовами Брюстер. В начале 30-х годов производство и продажи Rolls-Royce резко сократились. То же происходило и с заказами на постройку кузовов у крупных кузовостроителей, в том числе и у Брюстер. Величайшие имена в американском кузовостроении становились жертвами усиливающихся последствий Великой депрессии. Члены семьи Брюстер владели 5% облигациями на сумму более $1 миллиона на недвижимость в Лонг-Айленд-Сити, и в 1933 году, когда выплаты процентов были значительно просрочены, они вернули собственность, отказавшись от накоплений. Фактически это положило конец североамериканскому производственному эксперименту Rolls-Royce. Для того, чтобы не попасть под процедуру банкротства, в августе 1934 года корпорация была реорганизована в Springfield Manufacturing Corporation, а ее президентом стал Джон Инскип. Крупные держатели облигаций компании провели собрание и настоятельно рекомендовали ликвидировать предприятие, но Инскип переубедил их, так как располагал идеей, которая могла бы сохранить компанию, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В 1934 году он заказывает у Ford 135 шасси модели V8, чтобы использовать их в качестве основы для нового проекта. Задумка состояла в создании совершенно нового автомобиля, который можно было бы продавать не под заказ, а непосредственно с выставочного зала. При этом модель должна была оставаться такой же престижной и стильной, как и все предыдущие разработки Брюстер, но быть значительно дешевле предшественников.
На выбор предлагалось несколько вариантов кузова, от спортивного Roadster до универсального Convertible Sedan, а также Town Car. Дизайн, вышедший из-под пера Карла Бека, по-прежнему отличался потрясающим стилем, в основе которого лежали такие черты, как безошибочно узнаваемая форма радиатора в виде сердца и изящными передними крыльями с характерным наклоном. Каждая модель включала роскошное оснащение и высокое качество сборки. При этом в основе лежала надежная, легкодоступная механика Ford, которую можно было обслуживать в любой точке страны. Брюстер в любой момент был готов взяться за проект по индивидуальному заказу на основе Buick, Packard и того же Rolls-Royce. При этом шасси не обязательно должно быть новым. Компания охотно бралась за переделку уже готового автомобиля, успевшего повидать виды. Всего 8 машин получили спортивный вариант купе Roadster. По сути, это уменьшенная версия автомобиля Henley Roadster и York, кузова для которой Брюстер разработал для Rolls-Royce. Характерной чертой дизайна, помимо радиатора и крыльев, стала линия двери, сложная в производстве, но придающая кузову изящный вид. Брюстер на шасси Ford выпускался с 1934 по 1935 годы по цене от $3500, что было в 5 раз больше стоимости стандартного Ford V8, поэтому простым обывателям Брюстер был недоступным. Однако это все равно было гораздо дешевле, чем большинство роскошных автомобилей той эпохи. В число владельцев Брюстер Ford входили члены семей Астор, Дюпонт и Рокфеллер. Одним из первых покупателей стал президент Ford Motor Company Эдсел Форд. Эти роскошные автомобили также предпочитали и лучшие эстрадные артисты эпохи, включая Элла Джолсона и Коула Портера. Считается, что всего было произведено 113 единиц, хотя некоторые источники утверждают, что цифра приближается к 300. До сегодняшнего дня сохранилось только 39 единиц. Реорганизованное предприятие Брюстера сначала оказалось прибыльным, но после постоянных растущих убытков директора фирмы и держатели облигаций настояли на ее закрытии. Поэтому в июле 1935 года в окружном суде Нью-Йорка было возбуждено дело о банкротстве. Конкурсный управляющий Виктор Тайлер пришел к выводу, что реорганизация невозможна, и в июне 1936-го федеральный судья Годдард постановил ликвидировать компанию. В августе шикарный выставочный зал на Восточной 57-й улице был закрыт, а Springfield Manufacturing Corporation и ее филиал Брюстер были куплены печально известным Далласом Уинслоу из Мичигана. Компания Уинслоу специализировалась на покупке обанкротившихся производственных и автомобильных предприятий. Совсем недавно он приобрел Pierce Arrow, а несколькими годами ранее ликвидировал компанию Franklin. Уинслоу реорганизовал фирму в Brewster & Company Incorporation. Так как рядом располагался бывший сервисный центр Pierce Arrow, он решил открыть центр по обслуживанию марок Rolls-Royce и Pierce Arrow в арендованном у семьи Брюстер офисном здании. Но вскоре Уинслоу понял, что приобрел не одного, а целых 2 динозавров, и 18 августа 1937 года провел аукцион, чтобы поскорее избавиться от них. На аукционе Джон Инскип выиграл большую часть оставшихся запчастей Rolls-Royce, а также приобрел несколько шасси Rolls-Royce и кузовов Брюстер. Инскипу удалось получить дилерство Rolls-Royce в Нью-Йорке и арендовать у семьи Брюстер бывшее сервисное здание и кузовной цех в Лонг-Айленд-Сити. Большинство автомобилей, которые Инскип импортировал в то время, были оснащены британскими и французскими кузовами, но он также построил несколько кузовов под собственным именем Инскип на шасси Phantom 3 и Race. В течение короткого периода после Второй мировой войны было сконструировано несколько специальных кузовов на шасси Silver Race. Впоследствии выставочный зал Инскипа на Манхэттене превратился в дилерский центр Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Rely и MG. В 50-х годах Инскип открыл дополнительные офисы продаж в Провиденсе, Род-Айленде и Уэст-Палм-Бич во Флориде.
Тогда же он продавал четырехместный автомобиль MGTD, который отличался удлиненной колесной базой. После ухода из фирмы, носящей его имя, Уильям Брюстер проводил большую часть времени в манхэттенском клубе Union на углу 5-й авеню и 51-й улицы. А в 1933-м переехал в Бриджпорт, штат Коннектикут, где и прожил оставшиеся годы своей жизни до 1949 года, скончавшись в возрасте 83 лет. По оценкам историков, по меньшей мере 425 шасси Rolls-Royce были оснащены кузовами Брюстер в период с 1914 по 1937 годы, и удивительное количество, а это почти 200 единиц, сохранилось в руках музеев и коллекционеров. И вот мы подошли к причине, из-за которого появился сегодняшний выпуск. Это Брюстер Купе Родстер 1935 года. Согласно записям сообщества Брюстер, считается, что этот открытый автомобиль принадлежал певцу и по совместительству актеру Эллу Джонсону. Именно он сыграл главную роль в «Певце джаза» 1927 года, первом звуковом фильме, который по кассовым сборам обошел лучшие образцы немого кино. Однако статус звездного владельца никакими документами не подтверждается. Ранняя история этого купе Родстер покрыта завесой тайны. Известно лишь, что с середины 20 века он стал частью коллекции Расса Джексона. А в 1976-м перешел в собственность бизнесмена, владельца сети отелей и казино и большого ценителя классики Уильяма Хары. Его невероятная коллекция отличалась таким разнообразием, что в конце 60-х даже разработали проект по постройке нескольких корпусов многоэтажного музея, где смогли бы разместить большую часть экспонатов. Почему бы не уместились все автомобили? Да просто коллекция насчитывала примерно 1450 экземпляров. Считается, что на тот момент она была одной из самых крупных в мире. Все машины хранились на складах в городе Спаркс, штат Невада, и были открыты для публики. После смерти Хары в 1978-м отели, казино и автомобильную коллекцию выкупила компания Holiday Inn. В 1981-м были озвучены планы по продаже автомобилей в частные руки, что встретило сопротивление со стороны губернатора Невады. Он даже предпринял попытки пролоббировать ряд законов, чтобы спасти автомобильное достояние штата. Но максимум, что удалось добиться, заручившись поддержкой крупных бизнесменов, это создать некоммерческую организацию, которая построила автомобильный музей в городе-соседе Рино. Под давлением Holiday Inn вынужден был пожертвовать 175 автомобилей, а оставшуюся часть коллекции распродал на 3 аукционах в середине 80-х годов. Вот так Брюстер Купе Родстер попал в Южную Калифорнию к другому знаменитому коллекционеру Уильяму Лайону по прозвищу «Генерал». Уже совсем скоро автомобиль привлек внимание бизнесмена и автоэнтузиаста Марка Смита, который, распознав редкость и значимость Брюстер, обратился к генералу Лайону с просьбой продать автомобиль. Лайон отказал, но Смит не сдавался и в течение пары десятилетий методично предпринимал попытки переубедить владельца. Наконец, после 21 года усилий, генерал Лайон сдался, и купе Родстер пополнил коллекцию Смита. К сожалению, Марк Смит скончался в 2021 в возрасте 69 лет. 6 и 7 апреля 2023 в городе Линчбург, что в штате Вирджиния, состоятся торги, которые проведет аукционный дом Gooding & Company. На продажу будут выставлены 87 лотов из коллекции Марка, в том числе и герой нашего выпуска Брюстер Купе Родстер. За него предполагают выручить $100–150 тысяч. Найти похожую машину на шасси Ford V8 с кузовом купе Родстер на аукционах прошлых лет не удалось, учитывая невероятную редкость этой модификации. Зато иногда встречаются версии седан с открытым кузовом и таункар. Среди них самым дорогим за последние годы оказался красный Брюстер, проданный на аукционе Мекум в Лас-Вегасе в феврале 2015 года. Его цена остановилась на отметке в $52 тысячи. А самым дорогим стал вот этот автомобиль, проданный Сотбис в аризонском Фениксе в январе 2018 года. В темно-зеленой конверсии был седан, коих было построено всего 9,
а до наших дней сохранилось лишь 4, нашел нового владельца за $89 600. Так что в случае успешных торгов в апреле купе Roadster может стать одним из самых дорогих Брюстер, построенных на шасси Ford. И для полноты картины буквально несколько слов о самом дорогом автомобиле, носящем кузов Брюстер. Естественно, это Rolls-Royce, модель Phantom 2 Henley Roadster 1933 года. В марте 2014 на Амелии-Айленд он был продан на аукционе Gooding за $1 430 000. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.